Знаешь, ты меня почти убедил. Хотя неясности все-таки остаются. Например, такая. Если мы жили в отдельных реальностях, как получилось, что мы с тобой встретились? Как две исходно различных реальности вдруг оказались увязаны вместе? Непонятно. Ну тут и не так. Исходно они были связаны. Не разрыв. А как это пояснить? А ты вспомни, как эти реальности возникали. Прежде всего появилась начальная, первая точка на жизненной грани. Точка, лишенная всякого качества, кроме единого. Это начало. Начало всего, что последует после нее. Каждая еще не намеченная линия. Из времени она фактически выпадает. Для нее это понятие не определено. Потому что противоречия еще нет. Есть лишь одна неподвижная точка. А вот когда эта база появится, можно начать построение сложного. Жизнь выбирает себе направление. Что же конкретно последует далее? Тут и варианты уже допускаются. В чем-то похожие, в чем-то различные, может быть, в чем-то вполне идентичные, даже совпавшие в прошлой истории. Но так или иначе, основания для встречи есть. Ну хорошо, допустим, прошлое было общим, но настоящее все же различное. Точки отчета у нас не сливаются, значит и факты у нас различаются. Как это все удается связать? Механизм достаточно прост. Смотри. Вот исходная абстрактная пустота. Вот некто, желающий появиться. Вот выбор, который он собирается сделать. Чтобы решение стало фактическим, он разрешает проблему практически. Просто смещает сознание в сторону выбранной им однозначной позиции. Величина этого шага – расстояние между начальной и конечной точкой первого реализованного движения. Становится первым фактическим эталоном в этом еще не построенном мире. В новом, смещенном в своем состоянии, он понимает, что где-то поблизости, в шаге от занятой ныне позиции, находится особая граница, отделяющая его от небытия. Поскольку понятие направления у него еще не возникло, двух первых точек для этого маловато, нужна еще хотя бы одна. Все направления в мире сливаются. То есть, шагнув в произвольную сторону, он упирается в эту границу. Можно сказать, что он замыкается и формирует пузырь проявления, сферу, где он пребывает фактически. Мы получаем две смежные области. Внутреннюю, выбранное бытие с расположенным в нем «я», и наружную, небытие или не «я». Что значит «я», он уже разбирается. Именно в нем он сейчас и находится. А вот не «я» он еще не испытывал. Здесь информации в принципе нет. Появляется разность потенциалов, побуждающая его эту ситуацию прояснить. И тут возникает серьезнейшая проблема. Он не может покинуть собственное «я», что бы ни делал, как бы ни двигался. Выйдя за рамки своей идентичности, он превратится в другую инстанцию, ту, что фактически им не является. По сути, это будет уже другая жизнь, не его, понимаешь? Есть побуждение сдвинуться в сторону, но невозможно сместиться практически. Относительно себя сдвинуться невозможно. Да, проблема. Но ведь проблемы всегда разрешаются. Ты меня в этом уже убедил. Ну, разумеется, все разрешается. Ну, вижу, не зря мы с тобой общаемся. Если уйти от тебя не получится, надо придумать другое решение. Скажем, создать свою точную копию и разместить ее в новой позиции, той, куда хода заведомо нет. Пусть разберется, поймет ситуацию и переправит назад информацию. Знание будет в итоге получено, напряжение полностью снято. Поскольку «я» пребывает в состоянии Бога, копию делать ему разрешается. Нет ничего, что ему запрещается. Но, создавая подобную копию, можно вложить в нее только известное. Внешних подсказчиков в принципе нет. Поэтому копия создается по образу и подобию своему. Правда, один нюанс имеется. Какой? Если создать свою точную копию, то и реальность ее не изменится. Дубль сформируется в той же позиции. Нового знания он не добудет. Поэтому, создавая копию, надо в ней хоть что-нибудь изменить, чтобы сместить ее в новые области. Ну а поскольку они не изучены, характер смещения тоже пока не ясен. Он выбирается наугад. Именно в этом случайном смещении и заключается творчество жизни. Из бесконечного моря возможностей, скрытых, но явно еще не изученных, жизнь выбирает одну, подходящую. По крайней мере, так ей это кажется поначалу. Ну хорошо, допустим. Копия создана, место освоено. Новое знание и их получено. Ну а дальше? Как передать это новое знание в прежнюю, первую базу сознания?
А вот это самое интересное. В силу того, что возникшая копия в целом подобна исходному образу, ей предоставлены те же возможности. Можно построить свое отражение и подождать от него сообщения. Понимаешь? Эта копия делает то же самое, что и первое «я», в силу того, что она его копия. Более того, в своей собственной системе координат она этим первым «я» и является, и, подчиняясь рассмотренной логике, тоже заводит себе отрицание, так как в ее описании целого тоже возникла большая проблема, принуждающая ее исследовать практически недоступное бытие. Здесь возникает весьма интересная и чрезвычайно полезная связанность. Если опять повторить отрицание, мы получаем уже утверждение, то есть исходный посыл возвращается, и мы снова оказываемся в первом «я». Но, обрати внимание, впадаем в него лишь формально. Фактически, это прежнее «я» будет создано в новом месте, так как источник сменил положение и поменял о себе представление. В результате появляется сдвижка первого «я». И вот это самое главное. Мы получаем все то же сознание, но в измененном его состоянии. Точка отсчета, казалось бы, прочная, вдруг изменяет свое положение. Я замечает такое движение и, наконец, понимает причину. Ожидаемую информацию оно уже получило. Остается в ней разобраться. Логически все сходится. Похоже на эхолот. Послал сигнал, получил ответ. Ну хорошо, а дальше? Дальше включается принцип инерции. Я продолжает свое изучение и повторяет все те же решения. Но поскольку оно изменяется, все результаты меняются тоже. Что-то все время куда-то смещается. Мы получаем в итоге движение, которое и указывает на то, что две взаимодействующие единицы обмениваются информацией. Информация о бытии. Каждая вносит свое предложение и изучает ответное мнение. То изменяет другое явление, то поддается влиянию извне. Взаимодействие. Мы называем это так. Ага, теперь понятно, почему взаимодействие носит периодический характер. Конечно, периодичность очень важна, мы об этом уже говорили. Именно она выделяет все из хаоса и формирует шкалу измерения, и закрепляет стабильное значение, и поддерживает самотождественность изучающей бытие единицы. По сути, именно она создает ту определенность, которая нам известна. С одной стороны, она является проявлением инерции, с другой – того неоспоримого факта, что любое конкретное бытие должно быть сначала создано, ну а потом уже кем-то воспринято. И делать это приходится одному и тому же исходному «я». Поэтому оно работает циклически. Создал, прочувствовал, внес изменения. Снова прочувствовал, снова исправил. И так до бесконечности. А к чему все эти повторения? Почему не создать все сразу? Ну вот, тебя снова потянуло на мистику. Хочешь, чтобы все было задано сразу. Пойми, сразу построить весь мир не получится. Как можно сходу сложить несовместно? Я будет буквально разорвана на куски. Разные копии первой инстанции будут тянуть ее в разные стороны. И что еще не знакомо сознанию. Вообще говоря, именно это и происходит, когда первое, назовем его божественным «я», начинает построение и изучение бытия. Оно просто вынуждено разделиться на множество частных версий. Сразу и все невозможно исследовать. Свой интерес я должно ограничивать, иначе противоречий окажется слишком много. А какие у Бога могут быть противоречия? Он же Бог. Кто с ним единственный может соперничать? А противоречие вовсе не в нем, а в том, что он создает. И эти противоречия неизбежны, потому что он Бог. Он первый, тот, до которого не было знаний, или инструкции, или писания, словом, готовой уже информации. Никакой, понимаешь? До всего ему приходится доходить самому. Камушек бросил, увидел последствия. Снова отбросил и снова приметил. Постепенно, циклически, набирая и обобщая опыт. И устраняя все те несуразицы, что неизбежны при истинном творчестве. Еще раз повторюсь, в новом противоречие неизбежно, потому что оно новое, то есть со старым уже не созвучно. В этой связи мы не будем соглашаться с Эйнштейном, заявившим, что Бог не играет в кости. Именно этим он и занимается, в силу своей профессии. Да, понимаю. Первый не знает, что будет построено. Знание ему предстоится позже. Хорошо, тогда вопрос. Если все время привносится новое, то значит стабильного «я» не получится.
База все время куда-то смещается. Все представления тут же меняются. О каком накоплении информации мы тогда говорим? Да, это верно. Чтобы возникло стабильное знание, надо, чтобы я закрепила сознание в некой стабильной системе отчета. А почему оно в мире смещается? Да потому что не так отражается, с ошибкой. В новую копию первой инстанции было добавлено что-то случайное, пока еще неизвестное никому. И в результате такой операции возникающее «не-я» оказалось неточным отрицанием своего источника, и при повторном его отражении не возвратилось в исходную точку. А вот если бы оно оказалось точным отрицанием исходного «я», то при повторном его отражении все возвратилось бы к прежней позиции. Я, получив от нее информацию, просто осталось бы там, где и было, сохраняя это положение навсегда, во всех таких же повторных циклах. Всего лишь потому, что два взаимодействующих субъекта оказались точными отражениями друг друга, зеркально точными, что и внесло в этот мир равновесие. О чем это равновесие говорит? О том, что возникшее бытие изучено досконально. Все закрепилось в своем положении, для изменения стимула нет. Вот в достижении этой стабильности и заключается сущность познания. Если ответ, возвращенный сознанию, будет прямым отрицанием вопроса, познавательный процесс в этой области завершится, потому что больше нечего познавать. Все обнаружено, строго изучено и в представлениях жестко закреплено. А время между тем течет, цикл повторяется снова и снова. Если построить развертку во времени, получится очень занимательная картинка. Временное кольцо. Конечно, временное кольцо в форме знакомого всем вращения. Если система приходит к стабильности, в ней обязательно что-то вращается, в каком-то из уже обнаруженных ею смыслов. Спину частицы, вращение атома, чакры, кометы, планеты, галактика. Формы различные, сущность единая. Закрепление в этом множестве единиц некого аспекта бытия с помощью временного кольца. И такое устойчивое вращение может стать основанием для построения нового временного ряда, исследующего новые области бытия. Меры расстояния и времени в нем имеются. Обе они в этом мире устойчивы. Вот и основа для новой активности. Хотя новой называть ее неправильно. Новые сложные формы движения. В качестве базы используют старые, те, что замкнулись и стали стабильными, и превратились в законы природы, необходимые жизни для поддержания своего бытия. Подожди, во временном кольце выбора нет. Если нет выбора, жизнь исключается. Ты убеждал меня в этом чуть ранее. Как при отсутствии явного выбора жизнь сохраняется в этой позиции? Вариантности уже нет, выбирать-то не из чего. Это не совсем так. Вариантность все-таки остается. В этой структуре из двух составляющих есть две различных модели движения, две несовпавших системы мышления, первого и второго «я», каждый из которых себя полагает главным, располагающимся в центре правильной системы координат. Поэтому мы получаем не одно, а два временных кольца и, соответственно, две группы факторов, из которых и приходится выбирать. Кому выбирать-то? Ведь для каждого из этих «я» выбора фактически нет. Для них его действительно нет. Но он есть для другого «я», того системного «я», которое возникло на новом уровне отношений, которое наблюдает за ними со стороны. Оба они в его мире намечены и существуют в его объективности, как равноправные центры активности. Поэтому ему приходится выбирать. Здесь возникает такая коллизия. Смотри. Вот два увязанных вместе движения, верхнего и нижнего «я». Каждая верит, что в мире фактически есть только то, что заметно физически, что непосредственно воздействует на него именно в это конкретное время. Поэтому, с точки зрения верхнего «я», получающего сигнал от нижнего, явно совпали такие позиции – состояния Б и С. Они существуют одномоментно. А вот с точки зрения нижнего «я» это уже неверно. В рамках его субъективного мнения одномоментны другие позиции – состояния А и Б, а вовсе не Б и С, как считает верхнее «я». По мнению нижнего «я», когда оно находилось в состоянии Б, верхнее находилось в состоянии А, то есть в каком-то другом положении, явно смещенном в фактическом времени. Возникает резонный вопрос: так кто же из этих субъектов прав? Какие точки верхнего ряда строго соответствуют точкам нижнего?
ответ получить невозможно. Обе модели считаются верными, и для предвзятости нету причин. Понимаешь, какая складывается коллизия? Объективно говоря, то есть рассуждая отстраненно, не привязываясь ни к чьей позиции, нету возможности строго фиксировать время и точное место событий. Что-то окажется в мире размазанным, или позиция, или мгновение. Если хотим уточнить состояние, то непонятным становится время. Наоборот. Ты ведь про принцип неопределенности слышал? Конечно. Вот и прекрасно. Теперь ты знаешь, почему он имеет место. Не потому, что найдется единая и объективная всюду действительность. В рамках единой, всеобщей реальности для разночтения повода нет. Принцип неопределенности появляется потому, что существуют разные точки зрения на действительность, в общем контексте вполне равноправны, и создающие поле возможностей. И вот это действительно важно. Возникает свобода выбора. Пусть небольшая, но все же свобода. При сохранении строгой законности все же имеется люфт в представлении, позволяющий корректировать наличное бытие. Именно в силу подобной размытости жизнь получает возможность для выбора. Квантовая неопределенность – это огромное благо для жизни, позволяющее ей оставаться жизнью, что-то корректировать и выбирать, накапливая информацию о бытии. Да, понимаю. И закрепляя новую информацию в новых стабильных кольцах, многочисленных и разнообразных. Планетарная система. Стоп, все равно непонятно. Равновесие нарушено. Вся информация тщательно копится. Новые данные в я добавляются. Я же при этом ничего не меняется. Прочно засела в центральной позиции. Явная симметрия налицо. Между все более сложным движением и неподвижным его отражением. Гарантом того, что все это действительно существует. Он ведь тоже должен меняться. А этого не происходит. Почему? Он меняется, смотри. Вот перед нами начинка сознания. Это все то, что доступно познанию. Огромное, пока еще не исследованное нея, насчитывающее бесконечное множество точек, потенциально бесконечное. А сколько точек можно наметить внутри закрепленного нами я? Ну, формально говоря, тоже бесконечно много, несмотря на его размер. Вот именно. С точки зрения математики, два эти множества эквивалентны по мощности. Каждая точка во внешней реальности может найти отражение во внутренней, скажем, при помощи простенькой формулы. Конформное отображение. Математики называют это так. Все, что снаружи однажды случается, в этом субъекте легко отражается в виде какого-то комплекса точек. Хотя я остается прежнее, не изменяет свое положение, да и размеры его не меняются. Сознание. Оно отражает и таким образом уравновешивает обнаруженную снаружи определенность со всеми ее непонятными сторонами, что и привносит симметрию в мир. Подожди, но симметрия все же присутствует. Размеры внутри и снаружи отличаются радикально. Да, если ты веришь, что это различие жестко закреплено в каждом сознании. Пока ты эту веру поддерживаешь, глобальная симметрия остается и провоцирует поиск решения. Как этот мир привести к равновесию? Или справедливости, называй как хочешь. Ясно, что веруя в это различие, ты никогда не достигнешь симметрии. Это исходно тобой запрещается. Но потихонечку что-то смещается. Ты понимаешь все более четко. Я и не я ведь не только зависимы, но и по сути своей равноправны. А это буквально значит, что твое полное отрицание, в качестве которого приходится рассматривать всю окружающую тебя действительность, работает так же, как и ты, то есть использует ту же концепцию и применяет такую же форму для отражения внешнего мира, в качестве которого теперь уже выступаешь ты, понимаешь? Для непомерно огромного космоса ты выступаешь объектом познания. Твой скрытый мир для него это все. Ну подожди, космос меня изучает? Да ты что? Ты уже вообще ни в какие ворота не лезет. Оно не лезет в те ворота, за которые ты так упорно держишься, без достаточных на то оснований. Если же вспомнишь, что все относительно, эта концепция станет обыденной. Ты обнаружишь другие возможности и, если хочешь, другие ворота, более широкие, не обрезающие твои шаблоны. К примеру, в данном случае, что тебя так смутило? Ну это же очевидно, часть не равняется общему целому. А с чьей позиции мы смотрим? А какое это имеет значение? Огромное. Если смотреть с отстраненной позиции, вывод будет, конечно, оправдан.
сумма естественно больше слагаемых, если размерность у них совпадает. А в данном случае это так. Глядя на все с отстраненной позиции, ты полагаешь все части похожими. Это детали единого круга. Но ситуация резко меняется, если смотреть из такого фрагмента в его системе координат. Теперь его складывать с остальными уже нельзя. Размерность не совпадает, да и знаки тоже. Потому что субъект и объект – это качественно разные единицы, являющиеся отрицанием друг друга. Здесь простая арифметика уже не работает. Подожди, а если он считает себя таким же, как и все остальные? Правильно считает. Все в его в мире по сути похожи. Только вот роль у него отличается. Он выступает здесь в роли свидетеля, в роли гаранта наличия целого. Он тот, кто смотрит со стороны, кто выпадает из этого круга. Воспринимая другие явления, он подтверждает, что это случается. И этим принципиально отличается от объекта. Поэтому складывать их нельзя. Может случиться совсем неприятно. Ну хорошо, посмотрим с точки зрения фрагмента. А вот с точки зрения фрагмента реальным полагается то, что оказывает воздействие именно на него, что изменяет его состояние. Но чтобы менялось его состояние, надо иметь для того основания в степени свободы, воспринимающего бытие индивида. Если ресурсы однажды кончаются, новых объектов уже не появится, их просто не во что отразить. Мы ведь об этом уже говорили, когда обсуждали относительность бытия. Для кого-то другого может существовать что угодно, но для тебя лично только то, что воздействует на тебя. Подожди, а если оно воздействует на то, что мне уже известно? То, что со мной фактически связано. И корректируя это известное, косвенно что-то во мне изменяет. А как ты отличишь? На тебя воздействует что-то новое или же то, что замечено прежде? По его поведению оно станет более сложным. Чтобы почувствовать новые сложности, надо добавить к каналу возможностей. А ведь ресурсов для этого нет, понимаешь? Ну нет у тебя ресурсов ни для введения нового образа, ни для достройки какого-то прежнего. Одна связь, одно значение. Скажем, к примеру, 3. А вот откуда значение получено, или от некой единой инстанции, или от группы различных источников, сказать невозможно. Да, я, кажется, понимаю. Памяти действительно не хватает. Ладно, надо подумать.